Так, ну что, господа, добрейшего вам всем турецкого дня. Сегодня с вами Кемер и отель Акра Кемер. Давно хотели сюда приехать и не добрались. Ну вот сегодня мы здесь. Будет обзорчик интересный. Поэтому устраивайтесь поудобнее. И приятного вам всем просмотра. Горы наши любимые, сосны, пихты. Так, заходим. Вот смотри, какой у нас тут высокий лобби. Чемоданы наши паркуем. Мы сейчас быстренько идем завтракать, 10 утра. Но успеть что-нибудь перекусить. Лобби очень большой, просторный у нас. Так, справа у нас ресепшн. Жанна уже зарегистрировала. Здесь у нас приветственный стол. Можно шампусик, водички и что-нибудь перекусить. Так, по еде тут, конечно, пипец. Я вам завтра поснимаю подробнее. Сейчас уже поздний завтрак. Видимо, чего-то уже нету, но очень классно. Я сразу впечатлен. Такого вообще, даже Макс Рояла такого не было. Завтра покажу, что подробненько снимаю. Так, сейчас вернулись на ресепшн. Переоделись, потому что номер будет готов только в 2 часа. Поэтому вы тоже, когда едете, вы какую-то такую одежду, типа шорты, шляпу, кладите сверху. Раз, достали. Все, кроссовки там повесили на чемодан. И пускай они здесь лежат, отдыхают. Так, смотрите, здесь у нас кофейня, прямо здесь. Там у нас бар, обязательно зайдем, посмотрим все напитки. Так, кто не знает, мы в Турции прожили 21 года несколько лет. И потом туда-сюда сейчас ездим. И вот мы вчера в одном отеле были, вечером приехали домой. И сегодня уже в новом отеле. Перемещаемся мы здесь на машине, свои продали. Сейчас в аренду берем 3 Red Rent Cars. Под видео оставляю ссылку. Очень ребята классные, сервис удобный, вам машину подгонят прямо в отеле, если хотите. И вместо экскурсии, вы, допустим, четвером садитесь вместо одной экскурсии там по $50 человека. На каньон съездить. Вы просто садитесь и едете на каньон. Потом еще куда-нибудь едете, еще куда-нибудь едете. То есть это очень выгодно. Цены от 2000 лир. То есть это там от 1,7 курс, да, там от 300 рублей в сутки. Представляете, машину можно взять на автомате и кататься вообще просто. Там бензин чуть-чуть заплатил, потому что там гибрид еще есть машин. Все, и катаетесь. Так что обязательно сохраняйте, рано или поздно вам пригодится. Так, ну пойдемте исследовать отель. Смотрите, спускаемся сюда вниз, как тут приятно сделано. И помещение, но при этом ты находишься где-то в джунглях практически. Здесь шахматные партии можно разыграть. Слушайте, очень необычная атмосфера. У тебя там, по-моему, как магазин, как будто интегрирован, да, сразу в лобби вот так вот. Очень необычно сделано, да, не ларьки-марьки вот эти застеклянные. А вот очень приятно. Да, кстати, давайте на балкончик выйдем по традиции, как мы всегда это делаем. Посмотрим, какая у нас тут красота на отель. Так, мы уже позавтракали, вон там сидели. Море, бассейн. Ой, смотрите, какой красивый бассейн. Дрон надо сейчас запустить, пока солнышко светит, то тучки обещают. Так, и под видео будет ссылка, кому нужно купить или продать квартиру. Россия в основном сейчас, да, сам лично езжу по всем стройкам, по всем застройщикам 2-3 раза в неделю. Осмотренность сумасшедшая. Можем вашу первичку продать, вторичку купить, все в одном окне закрыть. Даже как бы из другого региона продать, там, в Москве купить. Вот. По всей России работаем, сохраняйте обязательно. Ну и также за рубеж, как Турция, Дубай, Таиланд. Вся первичка без комиссии у нас, без агентских. Все, приезжайте, на машине вас сажаем, возим, показываем. Подборки тоже все бесплатные, потому что некоторые делают платные подборки. Сохраняйте обязательно. У нас сервис просто в обалдеть какой. Приедем с вами вместе с застройщиком, попьем кофейку, чайку. Потому что первички я сейчас в основном тоже сам работаю активно. Вот. Пообщаемся. Вот. Ну и вам самую лучшую квартиру. Потому что подборки мы делаем как себе. Я Москву знаю досконально, всю, что родился, прожил в ней. Вот. И районы, все скажу, где плюсы, где минусы, обязательно скажу. ТЭЦ, ШМЭС, все учтем. Так что сохранять. Ну, по поводу турок Жанне, по-моему, тоже видео снимает. Подписывайтесь под видео, у нее ссылочка. Отправит вас на лучший отдых, куда захотите. Смотрите, здесь у нас сразу вкусняшки, шоколадки. Ой, круассанчики. Вот можно с собой дорогу, кстати, взять. Если вы там планируете куда-то ехать, чтобы в аэропорту не покупать, там по 5 евро. Взяли с вечера, все там в пакетик, с утра, рано утром уезжаете. Так, Сан-Себастьян надо будет попробовать, мой любимый, с каким джемом. Слушайте, здесь еще и мороженое, в общем, прямо это сладости, полный вагон. Ну, естественно, чаек, кофе тоже есть. Ой, смотрите, здесь есть кофе холодного заваривания. Аккуратно, он очень-очень крепкий, прям по чуть-чуть его надо пить. Видите, какое есть количество кофе, и так вот капает лед и заваривает его. Ну, если правильно приготовлен, то он будет очень крепкий. Так, здесь, смотрите, еще детокс. Напитки есть и ранний серый чай. Чем-то похоже на чай Липтон прям. Так, тут отель какой, заблудиться можно. Сейчас нам надо найти спа, потому что полотенце либо в номере,
либо в спа вы можете взять. Вот причесон все можете навернуть, в теннис поиграть. Тренажерный зал. Тренажеров, смотрите, как много. Но я предпочитаю лучше не здесь бегать, а по пляжу. Походить быстрым шагом, в своем жиросжигающем пульсе. GPT просчитываете и ходите, все, у вас все будет гореть. Не нужно напрягаться сильно, и можно хорошо похудеть и много есть. Так, вот спа нашли, берем полотенчики. Так, выходим с вами на улицу. Сразу хочу вот это местечко заценить. Мне прям понравилось. Лежанки такие в воде. О, лег. Черный бассейн, такой современный стиль. Давайте вот сразу потрогаем. Ну, все вроде тепленькое, но не сильно горячее. Попозже сейчас залезем, померим температуру. Судя по тому, что никто не купается, возможно, и холодно. Там она чуть прогревается при плавном заходе. А здесь, ну, такая, слушай, плавать можно. Замерим попозже обязательно. Слушайте, ну мне прям вот сходу сразу же прям вот отель нравится. Обязательно кепки носите. Вчера были в том отеле, вроде солнышко такое вот, сейчас май месяц, 1 число. В комментариях, да, тоже пишите, я потом все это читаю, реализую видео, вот озвучу вам даты. Ну и вообще пишите поддержку обязательно, так алгоритм устроен, и под видео там ссылки на все сервисы, где с VPN можно посмотреть. 4К, ВК, Рутюб, Дзен, Контакт, все сохраняйте себе, смотрите, где вам удобнее. Вчера подзагораю, чуть сгорел, ноги просто вообще в хлам, краснющие, все жжет. Так что мажь крем, носите кепки. А по машинам, видите, как удобно. По-русски ребята общаются. Все, я вот сейчас написал, вы нам машина сегодня уже не нужна. Вот, и сейчас пока 4 дня в отеле будем, они ее заберут. И потом под конец перед отъездом нам ее еще раз привезут. И мы там поедем еще в магазинчик съездим, в аэропорт на ней же поедем, и в аэропорту ее оставим. То есть вам отель привозит на день, на сутки, сколько надо. Все, и потом сервис шикарнейший, вообще очень удобно. О, как каскад бассейна, смотрите. Красота, мне прям нравится. Нравятся горки. Сразу обзор, ничего на потом вам не откладываю, все сразу показываю. В реальности, как будто вы сами отдыхаете, вот приехали. Заряд эмоций, вам позитива. Многие пишут, что передается. Да, я потом сам смотрю, реально передает атмосфера. Потому что видео все живые, без постановы, платим мы за отель сами. Поэтому я могу вам все минусы и плюсы озвучивать смело. Официанты на роликах, главное, чтобы за музыку не забанили, музыка играет с авторскими правами. Видите, как, смотрите, вот 11 утра уже анимасио во всю работы. Дротики, Дарт Шмарц. Блин, очень классно отель. Мне надо успеть запустить вам дрон. Потому что вот это придет, если кадры будут не очень красивые. Так, здесь волейбольная площадка. Ну, на бары, смотрите, там зоны какие-то, здесь зоны, теннисный стол, везде. Сейчас вам еще рилс записал. И Телеграм тоже все это дублирует. Подписывайтесь, там все онлайн выходит. Можете прям вот в прямом режиме смотреть, какая погода, в какой стороне, смотрите, где мы находимся. Там. В Турции, в Дубае, в Таиланде. Много где летаем, Мальдивы часто бывает. Все это очень удобно и приятно, всегда живые эмоции. У вас прямо онлайн будут. Практически минута в минуту. Смотрите, здесь можно посидеть, такая зона с лежаками. И можно на сам пляж спуститься. Вот тут убирают, делают. Душики, тоже какая-то реконструкция. Реконструкция всегда хорошо, будет все свежее, обновленное. Такое ощущение, что они вот эту арматуру делают, чтобы какие-то сидушки здесь сделать. Здесь у нас change room. Так, а пляж что-то такой не очень большой. Но 11 часов, самый час пик, места до хрена. Смотрите, пляж. И в ту сторону пляж. Где все? Скажите мне, пожалуйста, на пирсе. Или у бассейнов. Иностранцы у бассейнов любят чилить. Снимайте место, просто вагон. А как проходит ваш отдых, хочется сказать, да? Некоторые думают, что вот там блогеры типа отдыхают все время на халяву, ничего не делают. Это вам так кажется? Никто, во всяком случае, отель Турции практически никогда не дает бесплатные отдыхи блогерам. Максимум это бывают апгрейды на вид какой-нибудь типа Sea View, что-то такое сделать. Вот, а так в основном мы всегда свои деньги путешествуем. Иногда нас днем приглашают на дневные отели, на дневной отдых. Вот, так даже самый любимый отель практически всегда мы платим сами. Вот, так что здесь особо преимуществ нету. А по минусам я вот вам расскажу, мы сейчас только приехали, позавтракали, что быстрее вот надо сделать, вот надо быстрее достать дрон, отснять, потому что ты смотришь прогноз погоды, что завтра, сколько, что потом. Если облачность, тучность, то это надо делать прям в первый момент, а первый момент тоже не всегда. Видите, пришла туча большая, которая не дает мне залететь, а хочет, чтобы кадры были сочные и красивые, да? Вот так что задумайтесь, надо оно вам, нет? Не, конечно, это правильный контент нужен, снимайте, делайте, особенно детям, они с этой аудиторией дальше будут расти,
каким бы там бизнесом ни занимались, чем бы ни занимались, всегда аудитория будет с вами, потому что она к вам привыкнет, она будет ваша, доверять вам будет. И в любом бизнесе вы всегда будете в лидерах, потому что вас будут знать, ценить и уважать. То есть, как у меня люди, которые приходят за недвижкой, они говорят, блин, мы вас смотрим там с 2017 года, мы вам так доверяем, да, и поэтому человек, который владеет аудиторией, такой, он не может подставить свою аудиторию, никогда не предложит ничего плохого в этом, да. То есть, если что-то предлагает, ну, в крайнем случае, я вот мыслю так, если я что-то где-то профокаплюсь, да, что-то предложу людям, какой-то будет, ну, проблем потом будут, то это все, это репутация навсегда, грубо говоря, замазана будет. Поэтому все четко, все аккуратно. Снимайте, нарабатывайте аудиторию, потому что кто владеет, знаете, такой есть поговор, кто владеет информацией, тот владеет миром. И сейчас кто владеет аудиторией, тот, ну, как бы будет себя всегда по жизни хорошо чувствовать. Потому что, действительно, реклама сейчас уходит в другое русло. У меня 2017 года рекламное агентство, кто не знает. И, конечно, сейчас вся аудитория, она вот в соцсетях, в интернете, в ютубе, все, ее уже по-другому очень сложно достать. Потому что вся эта реклама вот сейчас с этими VPN-ами еще просто стресс. О, все, выходит солнышко, я запускаюсь. Блин, по пляжу, наверное, из-за того, что, может, прохладненько, не знаю, ну, нормально, вот такой легкий ветерок. И тучки, может, из-за этого все бассейны чинят. А вообще, по-хорошему, это надо все еще согласовать, чтобы запустить. Но я не согласовываю, потому что когда я узнаю, когда туча будет, пока согласуюсь, дождь пойдет. Поэтому сейчас аккуратненько летаю, прибегут охранники, скорее всего, и придется сажать. Поэтому быстро-быстро снимаем для вас кадры отеля. Так, ну все, успел немножко полетать, это рассосалось. Здесь галька, химера, сюда галька, где-то крупная, где-то мелкая. Здесь не валуны, здесь такое вот, видите, заходишь, прям приятная мелкая гальчика идет. Все, раз и поплыл, ну можно и спирт. Валуны у нас там в этом Бельгии, там большие валуны. Здесь хорошо, здесь что классно, мы с вами прогуляемся. Здесь Химера рядом, Вайкики рядом, Orange Country отель, тоже башню обратил внимание. Сейчас он уже не для взрослых, сейчас уже семейный отель, его переделали немножечко, концепцию поменяли. Море, красотища. Так, а вот здесь наверху, смотрите, как можно под сосной расположиться, можно на QR-код навести, заказать себе сразу каких-нибудь напитков, зонтом, под сосной, прям приятно. Вроде как эта зона без детей. Надо найти надпись Adults Only 16+, чем типа того. А, вот, да, видите, зона для взрослых. Так что, если не хотите слышать шум детского крика, сюда, пожалуйста. Так, до пирса добрались. Здесь можно водички взять. Merhaba. Пиво есть, шампанское, ладно? Шампанский, try? А, вино есть, I just look. Просто посмотри. О, видите, сейчас он все доставает. О, это красный, это шампань? Yes, шампанский. Еще какой цвет? А, вот смотрите. А, клубничный. Любитель сладенького. Шейкер, да? Не, no. Окей. Орешки, чипсы. Чипсы. Крепкий алкоголь нету, да? Ice coffee, beer. Айс кофе, да, пиво. Teşekkürler. Rica ederim. Игенар. Так, что тут еще? В одну сторону можно, в другую сесть. И можно в сторону морской пучины. Прям вот так вот сесть и смотреть на эту красоту. Ну и понырять, я думаю, тоже можно. Здесь вроде глубина должна быть хорошая. Но всегда аккуратно с этим будьте. В Белике там вообще мелко. Недавно там вода Ею прыгнул, и парень и шею себе свернул. В скорой увозил его. Так, ну этот ремонт они зря затеяли. После моря уходишь, в душ хочешь сходить. Я пошел, он меня прогнал оттуда, говорит, ленточкой все замотано. Это вот там вот дальше, видите, чуть-чуть делать. Неужели до сезона это нельзя было сделать? Ну, блин, зимой вообще можно все что угодно делать. Пока отдыхающих мало или вообще нет, то есть отель не работает. Нет, надо вот сейчас все перегородить и вот это вот развести. А так рыба в море есть. Вода 20-21 градус показывает. Попрохладней, чем в Сиде. Но здесь, видите, вот бьет ключ такой. Написано, горная река выходит. И прям чувствуется, как здесь охлаждает воду. Немножко это надо в сторону куда-то вплывать. Вот, а так берите очки. Рыба есть. Небольшая, но есть. Есть что посмотрите. Вода чистая. Так, наш номер уже готов. Чуть пораньше даже. Идем заселяться. В полах ковры. Проезжающий чемодан вас не будили. Номер у нас будет 1248. Так, давайте сделаем быстренький обзор. Заходим. Здесь у нас слева шкафы. Тут полотенца пляжные, халаты, утюг, тапки, всякие приборы для ног. Гладильная доска, еще шкаф.
Здесь у нас где-то был сейф. А вот он, да, вот он сейф. Подушки запасные. Вот сейчас в ванную комнату заглянем. Здесь вот раковина. Так, в принципе, все чистенько. Где-то видно, что уже, да, так ремонтик сделали. Вот плиточку поменяли. Тут у нас большая душевая кабина. С собой, естественно, брать ничего не надо. Тут некоторые спрашивают в комментариях. Гель для душа, кондиционер, шампунь, все есть. Тропический ливень. Здесь так все приятно, чисто. Хорошо сделано. Подставка для деток. Есть тоже всякие наборы для бритья бывают. Но это у нас для зубов. Если что-то нужно, тоже надо попросить. Если не будет, они вам принесут. Крем, гель для рук. Так, дальше заходим. Зеркало. И здесь у нас мини-бар, чайник, чайный набор. Смотрите, орешки даже положили, вафельки, водичка. Так, что у нас в мини-баре? 2 берандаса, газировка, вода с газом, без газа, пару соков. Все, естественно, пополняется каждый день. Так, дальше проходим тумбы-юмбы, кровать. Есть 2 тумбочки, розетки с каждой стороны. Блок управления кондиционером, сам кондей, телевизор. Номер просторный, здесь еще можно, значит, кровать влепить. И еще с детками заселиться. Ну, здесь у нас номер, видите, прямой вид на море. Самый прямой. И весь отель у нас здесь как на ладони, даже соседские видно. Там Дабл-3 у нас. Красота, да? Весь отель видно. Бассейны. Сколько у нас тут? Раз. Вот этот вот прям идет как раз туда ко входу. Маленький детский. И вот этот еще для горок бассейн. Ну, суть количества народу. Там больше всего. Тот самый теплый должен быть. Ой, смотрите, что я вижу. Там прям бар, где можно подплыть и в баре оказаться прям в бассейне. Вид отсюда идти на горы и на море. Вот сюда вид на горы. Классно, да? Пишите, как вам номер. 3 стула, стол. Можно на балкончике вот так посидеть, полюбоваться. Сушилка вот еще тоже есть. Так, и сумочку, видите, вот я не заметил. Вот пишет, что в подарок всем дают. Так, вот у нас получается вот здесь номер. Выходим дальше. Следовать отель. Релакс. Пул-бар. Кофе-машинка там стоит. Шезлонгов, видите, прям много по одной, по другой стороне. Вот здесь еще, но все занято. Видите, люди занимают. Финичку оставили и ушли. Это очень плохо, конечно. Полотенце без карточек, поэтому никто не парится. Вставляет, и кто-то может уехать и на экскурсию, и бросить. Вот, парочку лежаков вижу свободных. Это выход, наверное, из скрытого бассейна. Горки. Ну, судя по всему, все с подогревом купаются и там, и там. Так, опускаем прибор. Сейчас чуть подержим подольше, посмотрим, сколько градусов пока держится. С бассейнами, эмоциями, как всегда. У меня видок такой, вы видели со стороны, как это выглядит. 26 градусов. И тот такой же, тепленький, видимо, греет. О, лип солнцем так уже нагревает. Вот, все, скажи, давление. О, старость не в радости, как говорится. О, сейчас упаду, все, в глазах потемнело. 26 градусов, отлично. Это прям точно показывает температуру, очень быстро сравнивал с профессиональным прибором. Да и у меня 26, а Жанна говорит 26, чтобы так как я не лазить вверх ногами. Вот, пожалуйста, подходите, смотрите, но не всегда точно показывает. Так, вот этот офигенный бар, я обожаю такие бары, но это надо, чтобы солнышко было, чтобы не замерзнуть. Так, подплыл и пошел пить мераба. Ну, там напитков, вагон, что только нет. Ну ладно, подплывем потом или в других барах посмотрим. Но сразу вижу Альмеку, Джек Дэниелс есть, сейчас все есть. Там что-то говорят, а мы уходим. Ага, в общем, все есть. Апероль оригинал, апероль парме. Ну, чок гузель. Регулярно. Гершерес. Оригинальный аперольчик есть. О, раз в таком баре есть, значит, в остальных должно быть. Хотя сейчас они используют аперитиву во многих отелях, и тоже неплохо. Там он тоже итальянский какой-то. Ну, есть кто прям вот прям обязательно оригинальный надо. Сейчас эти тучки пришли. Ну, отель обалденный. Территория не такая огромная, но столько загудков. Сейчас пойдем пообедаем, я уже здесь приглянулся. Здесь мяско есть, здесь можно поесть. И вон там еще можно тоже поесть. Садишься, по меню заказываешь, здесь все готовят. О, места есть свободные. О, есть местечко прям под пихтой, облепихтой. С видом на море. Красиво-то. Я здесь уже заглянул в это меню пораньше. Смотрите, здесь есть форелька на гриле, морской окунь жареный, пикша есть. Жареный кальмар, курица гриль, мясо на вертеле, антрикот на гриле. Вот я его себе присмотрел. Что-то типа мини-стейка будет. Куриный шницель. Ну и много всего. Здесь иногда, конечно, перевод не очень правильный.
Вот цацики, знаете, то, что такое, нет? Я не знаю. Корейский салат, ну это понятно, наверное, греческий, там что-то типа того. Салат из зелени, филе, камбалы есть. Сэндвич с жареной рыбой. Очень много всего, пельмешки даже есть. Горячая сковородка из говядин. Нормально, достойное меню. Если что, так на паузу ставьте и тоже разглядывайте подробнее. А ну вот еще гамбургер, чизбургер, то многим это очень важно. Супчик есть, вот суп дня. Рыбные палочки, куриные филе в кунжуте. Слушай, ну прям обширное меню. Обслуживание молниеносное. Заказ приняли, сразу же салатик принесли, напиточки принесли. Здесь, кстати, зеро, малевочка. Есть крафт и есть несколько видов пива. Так, плюс, что очень быстро все принесли, минус 100 все сразу. Кальмары. Это мы думали маленькая рыбка, а тут оказывается целое блюдо и антрикотик. Ну, чуть большой даже антрикот. Высокая какая-то капустка. Так, ну для любителей пошопиться здесь прям шопинг-рай. Из отеля выходите, вот 100 метров, и у вас здесь будет Вайкики. Это раз. Хороший магазин, кстати. Интересные вещи там есть, и носите хорошо, и цен приятный. Ну, а также вот здесь просто шоппинг-стрит. Можно по прямой дойти прям до Кемера. Там Moonlight Park, погулять по парку, походить. Ну, то здесь заняться есть чем. Кто любит походить, погулять, очень круто. Как и в Сиде. Можно выйти, пойти погулять, вот в Белеке там особо не погуляешь. И в Анталии еще, понял, можно хорошо погулять, у вас отель соответствующий. Все, вышли и пошли. Гуляете, отдыхаете. Все, мы в Вайкики, добро пожаловать. Здесь, наверное, даже по-русски пишут. Так, немножко затарились. Смотрите, здесь еще есть Карфурса магазин. Вот это вот закос под Мигрос, но это не Мигрос, это Магрос какой-то. На карте всегда в любом отеле смотрите, типа Мигрос, Карфур, Бим, Шок, такие магазинчики. То есть там фиксированные цены, государственные. И вот, допустим, можно в Карфурсе купить всяких там рахат-лукумов, сувенирных, таких красивых, подарок привезти. Шоколадки типа дубайские. Здесь Улькер, очень распространенный Улькер. Хорошая такая фирма турецкая. В общем, заходите, да, там всякие подарочки тоже можно посмотреть. То есть там прям фиксированные цены. Здесь вам надо торговаться и все там что-то делать. Вот. И в аптеке обязательно тоже заходить, покупать лекарства. Здесь в Турции они не подделывают. Здесь очень строго с этим, жестко. Не то, что у нас пустышки продаются. И прям затариваете все, что вам нужно. Витамины, всякие эти. Ну, тоже по ценам в туристических зонах иногда не мудрят. Иногда не мудрят. Так, вернулись домой. Здесь выше этажом. В лобби бар есть. Давайте покажу вам, что тут есть. Гавана Клаб, ром, водка, Смирнов, Абсолют, Russian стандарт, Куантро, Белли, Кула, это Б52, Симон Шериданс, Текила, 3 вида, Альмека, Сиера, пиво бутылочный, Эфес, Аурсбург, Пекс, Эфес. Что, просека есть? Ну, что так мало наливает? Шампанский. Red Label, Black Label, виски, апероль оригинальный, тоже есть Джек Дэниелс с медом, со специями, яблочный, Джек Джентльмен даже еще стоит, Чивас, Синглетон, виски. В общем, выбор очень большой. Что хочешь, можно тут миксовать все коктейли, вот сиропы Монин у них тут. Естественно, пиво разливное и много-много всего остального. Джинов одного видов 10, наверное. А вот рома черного не вижу. Черный ром вообще большая редкость стала. Жан сейчас прочитал, что есть на верхнем этаже есть луна-бар. К сожалению, он работает с 17:30 до 12. Я хотел всю эту красоту смотреть, как красиво, показать именно днем, потому что потом темно будет, ничего не видно будет. Так, вышли, присели здесь в барчик с видом на горы, трапезничать. Апероль взяли, апероль оригинальный, тоже в этом баре есть. Напитков реально вагон, то есть я там показывал все, что угодно, есть, все оригинально. Ну, может, есть, конечно, не оригинально, я не знаю, но и лайфхак, если вы просите, допустим, виски кола, просите сразу, там, допустим, Чивас кола, Чивас, конечно, чистым пьют, или Black Label кола, если ром, не ром кола, а там Гавана Клаб кола, и смотрите, что он наливает. Бывает, если подмешивать, потом голова прям мутная будет немножко. Но лучше пить оригинальные напитки, и вот крепкие в Турции не умеют делать. А вино, шампанское, да, оно всегда везде здесь местное, в основном. Так, ну смотрите, как удобно. Вот мы в отеле, 4 дня, машина мне больше не нужна. Приезжает специальный человек, забирает машину. Такой, прям в обмундировании. Все, сейчас я ему отдаю. Через несколько дней
Мне привезли другую машину. Я там повыбирал, говорю, мне что-нибудь еще интересненького. Очень удобно. Так что тоже пользуйтесь. Где-нибудь оставлю вам ссылочку. Сейчас только заберу свои ключи от дома, где деньги лежат. Так, все классно, конечно. Вот что, на каньон, думаю, съездить здесь рядышком. То есть экскурсию надо оплачивать. Сел, все, и на каньон поехал всей семьей. Кстати, вас там 5 разобилось. И вместо того, что каждую по 50 баксов оплачивать, вы просто одну машину за 2000 лир, 300 рублей отдали. И поехали кататься. Так что сохраняйте и пользуйтесь. Благодарите. Или не благодарите лайком просто. Там вот у нас каньон, там гора Тахталы. Можно доехать, просто в фуникулер сели и поехали кататься. Еще обратите внимание, по Турции такие машинки ездят, фиаты. Там, я не пойму, двое могут сидеть или один. Прикольно, да? Прям по дорогам такие ездят. Электрички, по-моему, тоже. В общем, удобно. Вы можете себе любую машину взять. Кабриолет какой-нибудь, чуть-чуть. Неудобно, что не надо лишние деньги полить. То есть все, отдал машину, время не идет. Взял заново, время идет. Так, давайте переместимся сюда. Здесь, смотрите, пицца есть. Я уже взял. Это второй заход. Крошка картошка здесь есть, но сейчас, видимо, мы уже не успели. Здесь ингредиенты были. Блинчики жарятся, смотрите, как тоненькие. Блинчики можно заправить себе шоколадом, фруктами. Вафли жарят. Здесь тоже всякие бутербродики. Сладкое, фрукты есть. Бананчик, и мороженое. Хочешь такое? Хочешь? Упаковочки, мороженка. Кто любит? Здесь же можно пойти в волейбол, поиграть, чтобы похудеть. Сбросить все, что вы наели. Футбольца там между собой погонять. И смотрите, как они все поздравляют с днем рождения. У кого были вот день рождения сегодня, вот там эти шарики как раз на пирсе сегодня были. Вот так, здесь анимация стойка, когда что происходит, расписание. Пошли по пляжу прогуляться. Отель Гидрос. Сейчас его Корендон выкупил. Вот он должен был сегодня перед день открыться. Вот 3 человечка есть. Ходим, смотрим, гуляем. Ну, тоже, если пойдете в какой-то отель, ничего не пейте, не ешьте, вам день пребывания впишет. Оставит оплатить. В лучшем случае выгонит собаку. Все, попались. Ресторан здесь, диджей-сет. И никого нет. Так что может приходить тусоваться. Здесь красный браслет, а нас их нет. Поэтому нас сейчас спалят. Так, для лиц с ограниченной возможностью прям лифт построили, смотрите. Но пляж узенький. Один ряд максимум, второй вообще влезет. Там у нас намного шире пляж. Но зато длинный, видите? Там у нас покороче намного. Ну, рассчитан, наверное. В крайнем случае еще добавить лежачку. Можно вам прям целый обзор было снять. Осталось номер пойти посмотреть, их должны были реновировать. Курица тут ходит. Видишь, ты зря это делаешь. Он сейчас в обратную сторону побежит за тобой. Потому что это петух, а не курица. Так, горочки там, вон еще корпуса. Вот здесь ведь уже 2 ряда идет. Тут такой пляж, тут все продолжается. Все, возвращаемся к нам туда. Так, давайте ужин вам покажу. Стараюсь вкратце. Мясо есть, рыба целая есть, жареные креветочки есть, курица есть. Так, креветки, морепродукты есть, пицца, луковые кольца, картошка. Это я вам все не буду показывать, потому что иначе мы с вами тут зависим надолго. Кальмары, супчики, естественно, картошечка фри, рис. Так, вот здесь рыба в соли, это тоже очень-очень вкусно. Очень вкусная рыба. Сегодня вообще прям рыбный день какой-то или вечер. Так, видите, в соли запекают, потом соли разбивают и разделывают. Хлеб не буду вам показывать. Так, здесь еще мидии. Так вот их кладут на рис от шефа и кладут мидии. Много-много риса, мясных нарезок. Здесь потом еще есть клешни крабов с тушкой, с кусочком. Так, потом еще есть креветочки вот такие, тигровые. Не знаю, посмотрим, что завтра и потом будет послезавтра. То ли сегодня рыбный ужин, то ли это каждый день. Еще вот мелкие креветки, мидии, кальмары. Очень любительный мой продукт, прям рай в шалаше. Это такая рыба, красная. Это все тоже не буду вам перечислять. Еще еды огромное количество. Вот здесь креветочки. Как народ особо не берет, сейчас попробуем. Потому что бывает, что их невкусно варят, без соли. И надо какой-нибудь чесночный соус сделать мне. Огромное количество сладостей. Здесь еще сладости огромное количество, турецких и турецких. Вон, видите, сколько обойти, не обойти. Чай, кофе. Здесь еще фрукты. И здесь у нас еще огромный мясной чан, говядины,
Здесь еще всякие можно открывать тоже. Мяско. Одно, второе, третье. Еще, блин, выбор продуктов много. Вот так вот щеточка выглядит. Линия, шведский стол. Все включено. В общем, мясо, барань, марань, что хочешь. Мяско сейчас жарят. О, видите, пока я ходил, что доложили. Я сейчас рыбки съем. А, это баранина, судя по всему. Это, да. Баранина на гриле. Это не говяжьи стейки, это баранин. Ну, достаточный выбор. Я себе взял креветок, вот сейчас еще рыбу поем, потом еще за мясом приду. Кусочек съем. Клубника вот есть, гранаты, хочешь целые фрукты. Вот. Ну, естественно, салат, овощи, это все он не будет показывать, это стандартно. Тунец там нарезанный. Вообще вот такое количество еды. Всем приятного пути, пишите, как вам шведский стол. Или достаточно так для обзора, или же надо подробнее снимать. Что-то пишите, давай быстрее, овощи неинтересные. Пишите, будем реализовывать по вашим желаниям. Всем приятного аппетита. Видите, можно внутри посидеть, можно снаружи посидеть. Мы сели снаружи, здесь потише, там где-то шумновато немножко. Так, после ужина мини-диско, типа амфитеатра нашего. Здесь у нас, смотрите, шеф-коктейль. Да, вот джин, смешивает манго-пюре, pineapple juice. Причем джин я посмотрел вроде оригинальный какой-то намешивает, потому что нет, надо присматриваться. Нет, Гринелс какой-то, такой джин, не знаю. Коктейль выглядит симпатично. Так, смотрите, вот там сейчас шоу будет, вон бар. Здесь мы сегодня обедали. И здесь, смотрите, еще одна зона есть. Типа Life Area, как-то она у них называется. Или DJ Area. Здесь сейчас попозже будет диджей. Есть еще вот такой закуточек, где можно прийти посидеть. В общем, вечером, видите, тут, там можно везде перемещаться. Смотрите, еще есть кинотеатр. Комната для переодеваний. Там дальше спа. Еще магазинчик. Тут еще игровая комната. Не знаю, платная, не платная. Судя по малому количеству народа, платная. Да, вон цены на жетоны. Никого поэтому нету. И еще тут магазинчик. Это на первом этаже внизу все. На минус первом вроде как он называется. Так, а потом здесь еще есть Луна джаз-бар 16+. Только для взрослых. Вот, смотрите, как тут сейчас никого нету. Так, барчик такой. Как тут уютно можно посидеть, расслабиться. Пока в лобби-баре, смотрите, живая музыка на гитаре сегодня играет. Так вот, можно здесь посидеть. Сверху, снизу. Слушай, ну есть чем заняться вечером. Видите, сколько мест. Это еще не все. Еще наверху бар, который был закрыт. В барах, естественно, помимо напитка, практически во всех есть чипсы и орешки. Здесь и кешью, есть и фисташки. Такой богатый ассортимент. Конечно же, доброе утро в Турции. Всегда начинается с завтрака. На все включено. Пойдемте покажу вам немного. Так, вот как у нас очень много народу. Не подберешься. Давайте я самое вкусное покажу. Красная рыбонька. С утра, пожалуйста, куча сыров, колбасы. Любые вообще виды. Ну это все за зеленью с утра. Ничего страшного. Так, здесь у нас еще творога, йогуртов, куча разных. Так, ну в общем, как обычно, все йогурты. Я вам, кстати, джемы сильно показывать не буду, потому что очень много времени на это будем тратить. Булки тоже всякие разные. Очень вкусные круассаны вчера были. И хотел вам снять бекон. Свиной настоящий бекон был. Блин, все съели, прикиньте. Один кусочек остался. Вчера целый лосмой здесь было. Я себе заберу какой-то остатки сладкий с яичничкой. Это очень вкусно. Такого в Турции вообще почти нигде нету. Я один раз это видел, то ли Макс Рояле, то ли еще где-то. Жира прям вагонный вот-то. Чтоб стекло немножко. Посмотрим, сейчас поднесут еще. А вот поднесли свежежаренного бекончика. Так, потом вот здесь омлетик, картошка фри, еще омлет с суджуком, омлет с мясом. Слышу разговоры турецкие, там девочка спрашивала, ну по-турецки папу, типа что там за еда, он ему объясняет, там Руссия, типа, я беру вот это жирненькое, так раз, и ему такой говорит, а чё Руссия меню. Таким очень вкусно, типа русское там меню, ну как еды, чтобы он понял. Так, каша, круассаны. Круассанчик так берете с семгой, туда еще что-нибудь можно положить, как огурчик, овощей. Так, грибы, очень много еды, яйца. 1000 видов, вариантов отварения этих яиц. А, мне что надо яйца взять. И я беру обычно такие яйца. Можно еще омлет, видите, взять ингредиенты, вам пожарить. Вот такие яйца пошел. Тут еще есть жареные сыры. Еще обычно халуми, а это чуть не понял, халуми или халуми.
Сосиски, колбасы, хлеба полно, масло всякое. Вот так вот вам шведочку сам покажу. Видите, боковая линия, несколько так линий. Булки с изюмом, без изюма. Все, что хочешь, милый мой. Здесь еще хлопушки, воробушки, джемы разные. Потом сладкого, конечно, тоже вагон. Там сок стоит, фрукты целые нарезанные, мед. Соток, без соток. Вот, в общем, джемы тоже, шоколады. Тут лица навернуть можно. Вот сосиски лепят. О, бюрек, если такой вот, очень вкусный. Вот, сюда выкладывают, берите с сыром, с мясом, разные берите. Вот тот бюрек вот сюда подставить. Так, здесь смузи-шмузи разные. Свекла выжатая красная. Морковный сок. Еще какой огуречный. Лимонная вода. У меня набор еды простой. Я себе беру яичницу, бекончик какой-нибудь если есть. И круассан, семга, туда огурчик режу. Очень так вкусно. И просто трапезия еще. Тут еще хлопушки, воробушки разные. Вот он, бюрек с сыром. Очень вкусно. Чок гюзель. Так вот, видите, там вообще супер сочный сыр. О, красота какая. Берите, обязательно пробуйте, если не пробовали, прям национальное блюдо на завтрак. Когда жили, всегда так ел на завтрак в кафешке. Сегодня пошли погулять подальше, чем в Айкике. Вот здесь уже город там начинается, очень близко дошли. Там парк, там магазинчики. Слева можно тоже туда по набережной пойти, там тоже свой парк есть. Здесь можно себе шматька какого-нибудь прикупить. Полотенце, кстати, хорошие. Аптеки. Все тут есть. Ремни безопасности. Даже, кстати, стоматологии можно дома сделать. Кроссовки, но здесь, естественно, все это будет левое. Оригинал надо только в магазинах покупать. В крупных торговых центрах. Тогда будет гарантированно вам хорошие, качественные вещи. Ну, тут, конечно, и цена будет другая. Здесь от этой головы, попозже здесь фонтаны включат. Главная улица такая, здесь кафе тоже, магазинчик. И можно и здесь везде гулять. Здесь 4 вайкики. Например, если что, заранее скачивайте себе Google карты, Яндекс карты, прям оффлайн, пока вы в отеле находитесь. И потом им пользуйтесь здесь уже, чтобы у вас этот интернет ваш не расходовался, там личный роуминг или что-то такое. И все, парк Фонтанита такой, дальше парк Мунлайт будет справа, по прямой, если пройти. Там мыс Доброй Надежды. В общем, мыс есть, и на мысе смотровая площадка. А вернуться можно обратно вот так вот по набережной, прям там тоже парк. Вот этот парк, он сюда будет, правда, здесь Starbucks, здесь Макдональдс есть, кто соскучился. Но Турция не очень вкусный, и ценник высокий. Мне кажется, у нас во вкусной точке сейчас намного вкуснее. Вот. Там вкусный Макдональдс в Дубае. Опаньки. И вот так вот, здесь туалет есть, кому надо. Пляж большой, и вот туда, вон там смотровая площадка, туда надо идти. И наверх, по-моему, тоже можно добраться. Видите, что классно, вот души, туалеты, все бесплатно. Купался, поплавал, пошел, полоснулся, чейндж-рум здесь же, переоделся, все бесплатно. Вот только шезлонг заплатить надо, когда растет пляж. Так, можно и полотенчик вон бросить и купаться спокойно. Ну, что-то пляжи вообще пустые, смотрите, никого нет. Плохой погоды, может, все испугались. Ну, Яндекс, видите, как обманывает, прогнозам нельзя верить, то есть целый день должен идти дождь. Там вот где-то что-то есть, а здесь по факту особо нет. Так, тут покрапаю 2 секундочки. Надеюсь, сейчас не польет, сейчас накаркаю. Видите, показывает, что у меня не дожди, а вот уже полдня прошло. Вот только-только что-то начинает капать. Так, а здесь есть вот отель, прям вот он возле этого пляжа. Ну, естественно, тоже свой пляж есть. И прям любители города. Вышли прям сразу, и сразу вот в Кемере, в городе, в кафешку можно гулять. Вот он парк вот здесь это проходит. Справа там большой парк Мунлайт. Знаете, как тут красиво. Сейчас если было бы солнышко, было вообще бирюзовая такая вода. Как на Мальдивах. Так я, по-моему, насчет дождя это рано сказал. Я чувствую, начнется, уже капельки такие пошли. Сейчас польет. Ну, здесь до отеля, поэтому близко, по набережной. Здесь как бородвейная улочка мимо отеля идет. Травку кто-то стрижет. О, сразу на дачу захотелось. Кошеные травки понюхать. Так, а рядышком для любителей дискача есть клуб «Кристалл». Добро пожаловать. Можно зайти, затусить тут. Это вход, видите, есть там, а есть прям с набережной, есть черный вход. Так что, кто любит потусить, прям вот пешочком можно, это 500 метров и в клуб.
Тут несколько клубов, вот они рядышком Кристалл, это по Маура, не помню, там 2 или 3 штуки, и еще один. Мы уже не клубимся, но мы как давно здесь бывали. Когда жили, бывали, на концерт «Руки вверх» поезжали, было, кстати, весело очень. Да, Кристалл, Аура и Инферно, вот он, 3-й клуб. В Ауре, по-моему, были. Тут 3 отельчика, по пляжу проходите, и здесь оказывается, может прям босиком по гальке, там по такой некрупный, очень полезный массаж для ног. Со временем привыкнуть и будет легко ходить. Я уже даже бегаю спокойно. Все, руки помыли, и, наверное, даже в ресторан не пойдем, здесь поедим, вкусные стейки здесь. Эти кальмарчики вчера были вкусные, салатик мы взяли. Слушайте, ну очень вкусно поели, я думаю, что до обеда на все-таки я не дойду. Это действительно зачем? Там что вкусно, сейчас вот дошли еще вот напротив, где пиццу вчера ели. И я тут смотрю, тут тоже, смотрите, и пиде с фаршем, пиде с сыром, вот сможете сесть и все заказать. Тоже еще бургеры есть, моцарелла, соус томатный. Чего только нет. Ну, ставь на паузу, что разглядывайте. Запеченная курица, запеченная фаршированная, грибы в горшочке, рагу из телятины, фрикадельки с вермишелью, запеченный картофель. И помимо этого, запеченный картофель, крошку картошку берете, вот ингредиентов накидываете, любых. Это сейчас попозже еще вафли с блинами, которые сейчас, ну и сладкое десерт, мороженое тоже покажут. В общем, блин, здесь вот хочешь тут, хочешь там, хочешь на шведку. Место, вагон, где можно поесть, попить. Вот зашли Doubletree by Hilton. Один из моих любимых отелей, он небольшой, он очень классный, здесь эти машинки. В каждой машинке какая-то вкуснятина. Где-то вок, вон там, я помню, креветки делают. Еще помимо этого здесь шведский стол есть. Ну, как-то здорово было. В каждую машинку заглянешь, что-нибудь возьмешь поесть. И пойдешь присядешь, сейчас уже все закрылось. Здесь, по-моему, картошку делают, есть кебабы. Еще здесь есть. Сейчас уже закрыто, 4 часов. Биргартен. Здесь разные сорта пива. Для любителей пенного. Вообще отличное место. Возьмешь, присядешь, что там вкусняшки все наберешь. Видите, сколько тут видов пива. Очень светлое, очень фильтрованное. Присядешь и вот так вот на город. Смотришь, любуешься. Балдеешь. Классный отельчик, мне он понравился. А наверху, по-моему, на 2-м этаже еще и дискотека по вечерам. Бильярд можно рубануть. Не, классно, классно, очень атмосферно здесь. Так, когда все это работает, пить бурлит, шипит. Что-то мне подсказывает, что пляж стал как-то побольше. Видимо, как подиум настроили. И пирс, мне кажется, расширили. Кабаны поставили. Еще он мне показал детскую комнату. Расписание. Это прям слева от кофейни. Нет лобби. А как сегодня, как вчера, нет ни креветок, ничего. Поэтому хорошо, что я вам поснимал. И очередь горячим огромная. И вот там нет, не успевают жарить. Ну, как бы это нормально в сезон. Поэтому ходим, смотрим, горшочки всякие. Ну, в принципе, то же самое. Так вот, что-то добавил, что-то прибавил, что-то убавилось. Вот этот сегодня турецкий вечер, этот очень вкусная вот эта вот штучка. Чики оф тен называется, обязательно берите, побольше только лист салата. Лимончики поливайте, едите, очень вкусно. Мерхаба. Тантуни. Тантуни с листы. One, please. Очень вкусно, пробуйте. Так вот здесь так не посидишь. Вот дальше змеей куда-нибудь. Так, сегодня погодка немножко подпортилась. Пасмурно, прохладно. Ну, если холодно, не страшно. Здесь есть кошки, которые вас согреют. Своим теплом. Это она даже массаж пытается мне сделать. Да? Массаж? Массаж? Ласковая такая. Хорошо. Она все время здесь обитает. Вот на пирсе тусуется. Сейчас воробьев ловил. Он ее позвал, ко мне пришли. Большой плюс, что здесь реализовано. Смотрите, горки. Наплавался. Замерз. Пошел в теплый бассейн, погрелся. Так, тут пишут, что 28 температура. Если уж сильнее замерз, и дальше прошел. Или не прошел, закрыт. Было открыто. Сауна. Топит очень хорошо, градусник там неправильный, там реально намного жарче. И ежик в тумане. Хамам, ну и большой хамам, естественно, тоже. После обеда возле сцены можно из ружья пострелять, поучаствовать в конкурсе на лучший приз. Так, вот смотрите, у нас сегодня 3-й ужин. Сегодня суши, мидии, креветки тоже большие. Также крабы сегодня, мидии. Сейчас через день. Но креветок немного, вот я последний забрал.
Так, еще такие креветочки от шефа. 10 минут прошло, креветки так не принесли. Ну, видимо, все. Это у нас 20 минут после открытия. Так что ходить к открытию точно будет. Может, папочка принесут сейчас. Вот я уже больше ждать не буду. Мелкий еще нашел. Так, ну наконец-то мы добрались до Луна бара. Это самый верхний этаж. Так, вот здесь можно посидеть. 5:30 он работает до 12. Что-нибудь попить можно. Когда на улице прохладно, есть Луна бар, плюс. Ох, сегодня смотрите, какое море. Красивое, да? Ох, красота какая. Погода, короче, получше, не свежо, но вы как смотрите, там уже все равно вот время пройдет, уже жара будет. На лето. Так что такая красота бывает. По минусам отеля, ну, первый минус, то, что здесь ремонт этот делают. Ну, чтобы зимой сделать, когда на пляже никого нету. Прям не очень неудобно, потому что ты выходишь из моря, хочешь в душ пойти, и ты идешь туда. Пока дойдешь, вот погода была плохая, замерзнешь, как собака. Вот там на какой-нибудь бассейн прыгнешь, чтобы согреться. Потом в итоге в баню идешь. И все вместо душа ты уходишь куда-то далеко. Это огромный минус. Я считаю, в сезон это надо делать до сезона. В сезон нельзя этого делать. Потом по минусу, что нету воды нигде. Если ты хочешь, я сейчас пришел завтра, хочу пить, забыл взять бутылочку воды себе. Здесь ее нет, ни холодильников, ничего. Там чуть выше стоит кулер с водой, со стаканами. Я не люблю тут пить, я люблю с бутылочек. Это надо до бара чесать. Вот. И вообще в баре ты тоже подходишь просто за водой. Тебе надо стоять очередь, чтобы, попросить воды. Вот если они молодцы начали хоть класть, ты подходишь, там руку сам просовываешь и берешь у них там. Как бы не спросить, но по идее тоже надо спросить. Вот. Но в некоторых барах не кладут. Так, надо стоять, ждать. Вот это как минус, но так все. А, кстати, вот, да, там еще есть бар. Может куда дойти, там водички взять. Вот, но опять же, хорошо, когда удобно, когда много холодильников. А так в основном минусов нет, персонал вообще просто шустрый, как эти прям все, отнеси, принеси чаек, кофеек, вилочку тебе дадут, прям вообще красавцы. Вот, ну, по идее, тоже все нормально. Рыб, мясо, курица, там креветки были, получается, один раз. Ну, вчера там чуть-чуть, так не принесли потом больше. Кто успел, тот и съел, как говорится. Я 4 штучки успел запятонить. А так больше особо минусов нет, все хорошо. Дальше свободный, пока что в сезон, естественно, это везде будет большая проблема. Так все отлично. И по продлению номер нам не продлили, потому что на этот номер уже есть люди. Вот, так вот переселяться тоже смысла нет. То есть у них платное продление, я говорю, там туда-сюда, там блогер, турагенты. Ну, как бы начали смотреть, говорят, блин, у вас заселение сюда, в этот номер уже будут убирать его, поэтому нам ничего не продлили. Такие плюсы, а то все пишут на халяву, честно. Никакой халявы, все свои деньги. Ой, красиво, конечно, сейчас пойду, наверное, занырну. Так, смотрите, внизу под лобби есть такая зона, даже чемодан можно засунуть. Чемодан, ваши вещи закрываете. Надо полотенце, сидеть, отдохнуть, помыться. Вот здесь народ средства оставляет. Так что кому надо, тоже дадите. Возьмите, воспользуйтесь, потом на место положите. Такая комната рядом с кино, где можно переодеться. Вот так вот одна киношка. И под лобби вот игровые автоматы вам для ориентира. Так, сегодня у меня спортивный день. После того, как сдали номер. Самое время позаниматься. Кстати, здесь очень хорошие тренажеры. И на грудь, и на все. Гантели, штанги эти. Блины такие же, как у меня в зале, один в один. Потом заплыв по длинному бассейну минут 40. Потом банька, сауна. И покушать мясо вкусно. Ну, когда хорошо позанимался. Хорошо и поел, до вас наконец-то добрался. Вот здесь это делают. Вот официанты сразу подошли ко мне, чай предложили. Должен пришлось к бару уйти. Бассейны все, блин, холодные. Вообще все, кроме внутреннего. 21 градус все бассейны, внутренний 26. Когда мы первый день мерили, 26 было, вот, да, кто помнит. Значит, их уже отключили на подогрев, потому что круглый год работает отель. Видимо, не или вообще не подогревает. Так, последний ужин, креветочек нету. Есть вот рыбка какая-то, тартар. Целая рыба, перепелочки сегодня, язычок отварной. Ну, все очень хорошо, достойно. Мясо, рыба, все есть. Креветки, получается, ну, наверное, там иногда бывает. Ну все, говорим этому отелю пока-пока. Хотел сделать короткий выпуск, но получился как всегда. Но зато подробно, с чувством, с толком, расстановкой. Сегодня замечательно, на отдыхе никаких мелочей. Езжайте с солнцем, морем, вкусняшками, позитивными эмоциями. Огромного всем удачи и пока. Все. Сейчас еду в Хурму, домой. И завтра уже домой улетаем. Ну, скоро будут новые выпуски, точно новые путешествия. И за горами одна, вторая там страна. У нас поездка за поездкой.